канале Bolt of Family. Ты уже заняла свое место в чемодане. Ну, конечно, мы ее не сможем с собой взять туда, куда мы сегодня, точнее завтра полетим. Собачкам вход воспрещен. Мы направляемся на Мальдивы, остров Синамон, Хакура, Хура. Полетим мы авиарейсами Катара с пересадкой в Дохе. Прежде чем мы сядем на рейс, нам надо проехать от Нижнего Новгорода до Москвы на Стриж. Это займет примерно 4 часа. И потом еще у нас будет примерно 5-6 часов в аэропорту до рейса. Друзья, хочу напомнить, чтобы вы не пропустили новые видео, не забудьте подписаться на наш канал. А также, если вам нравится наше видео, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Долетели мы до Катара с небольшой задержкой по времени. Немного начали переживать, что у нас осталось меньше времени на пересадку. Аэропорт довольно-таки большой. Не знали, куда идти, но когда мы вышли, наконец-то нашли табло с рейсами. Оказалось, что рейс до Мальдив тоже перенесли. И мы хорошо успевали. И даже не было еще гейта на выход к самолету. Мы немножко прошлись по аэропорту, увидели знаменитого катарского медведя. Плюшевого медведя, да. Не такой уж он и плюшевый. Не знаю, какой-то с лампой в голове и глазами. Затем мы пошли к нашему выходу и ждали уже там наш самолет. Нас запустили сначала после проверки билетов в комнату ожидания, затем уже пригласили на рейс. Да, кстати, хотел пару слов сказать о катарских авиалиниях, точнее, как там кормят. Нам предлагали несколько блюд на выбор. Я не помню точно, какие там еще были, но мы выбрали вроде бы мясо и курицу. Кормили очень вкусно. Также предлагали напитки алкогольные, безалкогольные. Также в самолетах у каждого была своя медиасистема, небольшой экранчик, там были фильмы, даже на русском языке, игры, какие-то сериалы и музыка. То есть даже если ваш авиарейс будет длиться 3-4 часа и вы полетите ночью, вам все равно предложат что-то поесть и кофе, чай, алкоголь на ваш выбор. Во время транзита в Катаре у нас особо не проверяли документы, мы вышли, прошли пункт досмотра, просто поставили свои вещи вручную кладь на ленту, и все. И проверили только уже посадочные талоны и паспорта непосредственно при входе в самолет. Мы прилетели в Катар, в Доху. Рейс в Москве немного задержали, примерно на полчаса. И здесь его тоже продлили на полчаса пересадку. Сейчас около часу ночи, летим дальше. Как только мы сели в самолет, это было примерно 3 часа ночи, Вита сразу же уснула, она спала вот так вот, я не стал ее будить, мы даже еще не взлетели, поэтому она проспала взлет. Но не проспала еду. Нам пришлось покушать рано утром, в 4 утра, потому что следующий прием пищи для нас был неизвестен в какое время, поэтому мы решили поесть. Пока Вита спала, я смотрел в окно самолета, смотрел на рассвет, на Мальдивские острова. Это было захватывающее зрелище, очень красивые пейзажи, голубое море, белоснежные острова. Прилетели мы в Мале, также нас с самолета сразу забрал автобус и отвез в аэропорт. Все это дело заняло не больше 10 минут. В аэропорту стояла очередь на проверку документов всех въезжающих на Мальдивы. Проверяли только паспорт. QR-код у нас не проверяли, который мы заполняли для декларации здоровья. Но мне кажется, что просто офицер автоматически видит по данным паспорта все, что мы все подгрузили, и ПЦР, и заполнили анкету, все нормально, и пропустил нас. Дальше у нас опять просканировали ручную кладь, и мы подошли к стойкам выдачи багажа. Когда мы подошли, багаж уже катался по ленте, мы довольно-таки быстро нашли свой чемодан, а вот вторую сумку пришлось подождать, уже даже думали, что ее потеряли. Да, мы слегка понервничали, уже смирились с тем, что оставили в этой сумке, там были ласты, еще некоторые вещи. Дальше мы вышли из зоны прилета, там встречали представителей разных отелей и туроператоров, мы нашли своего, подошли к нему, нас проводили к стойке нашего отеля. Там нам на багаж повесили бирки, в какой отель мы летим, и проводили на стойку регистрации для внутреннего перелета на гидросамолете. Там взвесили наши сумки, багажи, даже ручную кладь.
и посадили в автобус. Автобус ехал по разным терминалам, наш терминал вроде бы был B. Нас привезли в пункт ожидания, там предлагали кофе, чай, разные закуски, бутерброды. Мы на экране увидели наш рейс, правда он задержался еще на час, в общем около 12 дня наш самолет, гидросамолет, должен был взлететь. А сейчас мы вставим кадры, как мы идем к гидросамолету, как выглядит такой мини-аэропорт местных перелетов. Погода была отличная, да, в Мале жарко, 30 градусов. Высота над уровнем моря, кстати, на Мальдивах 4-2 метра. Летели на гидросамолете мы около часа с остановкой в другом отеле. Когда мы приземлились около первого отеля, люди вышли, но их как-то особо никто не встречал. Стоял какой-то мужчина, они сами пошли пешком по деревянному мостику. Вроде бы сами везли свой багаж, да? Да, и сами везли свой багаж. Не знаю, нам как-то это не очень понравилось, и я уже начала переживать, как будут встречать нас. И вот мы опять взлетели, еще немного пролетели, минут буквально 5, и самолет уже приземлился около нашего отеля. Сразу отличие. Мы услышали звук барабанов, нас встречали барабаны, стояло 3 или 4 человека, барабанило какую-то мелодию. Также стоял человек, который брызгал сразу на руки антисептик, другой мерил температуру, и третий, в общем, вручал какое-то ожерелье на шею. Не 5 минут мы уже летели, а долго еще летели, ну ладно. Минут 10. 20. Виды просто очень красивые из гидросамолета, поэтому эти 20 минут показались мне 5 минутами. Я, кстати, летел у кабины пилота, и поэтому пытался заснять взлет самолета. Ну, в основном я снимал виды из окна. Единственное, что в гидросамолете было очень душно, очень жарко, душно, и там были прикручены такие маленькие вентиляторы, которые дули прямо в лицо. Я сидел прямо напротив одного из этих вентиляторов. После того, как на нас надели ожерелье, мы прошли в зону ресепшена, нас усадили на диванчики, предложили welcome drink, там был холодный чай, холодный кофе. Да, пока мы немножко приходили в себя, нам еще также дали холодные полотенца. Нас попросили заполнить некоторые бумаги для заселения. После этого нам выдали ключи от номера и рассказали правила проживания в отеле, куда мы можем обратиться в случае чего, куда у нас есть доступ. Как тебе впечатление? Отлично. Лучше даже, чем я себе представляла. По каким-то неведомым причинам все туристы уехали, мы остались, сказали, что наш номер еще не прибран, поэтому попросили немного подождать. Потом за нами приехал отдельный автомобиль, как он, кстати, называется правильно, по-здешнему? Баги. Баги. За нами приехал баги. И отвез нас на ланч. Ехали мы только с водителем, он спросил, из России ли мы, наверное, они уже знают, как разговаривают русские. Кстати, русских туристов здесь совсем немного, вот, может, видели пару человек, и то не каждый день услышишь русскую речь. Остров, конечно, очень красивый, вода голубая, дощечки приятные, теплые. Они не нагреваются так сильно на солнце, потому что здесь большая влажность, и одежда здесь тоже сохнет очень плохо. Нужно, если вы постирали одежду, выкладывать ее на солнышко, тогда она более-менее быстро посохнет. Нас отвезли на ланч, сказали, что номер еще прибирается, будет прибираться 15 минут. Нас там встретили, проводили до нашего столика. В ресторане действуют такие правила, что нужно одевать перчатки, маску, обрабатывать руки антисептиком до того момента, как ты не сядешь за стол. Потом ты можешь снять и перчатки, и маску и спокойно покушать. Ну, то есть эти правила действуют только в ресторане. По еде сразу для нас было приятным сюрпризом очень много различных блюд. Здесь и индийская кухня, и другие различные кухни, я даже не знаю названия. Просто я определил индийскую кухню по казанам, таким характерным для индийских блюд. И там был нарисован перчик. Касаемо фруктов, здесь каждый день добавляют, меняются новые виды фруктов. Я даже не помню всех названий, которые пробовали.
На завтрак и различные напитки, соки, смузи, айс-кофе. В общем, различных напитков очень много. Каждый день они меняются. Если вам понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся на канал. До новых встреч!